Хотите узнать главный минус, из-за которого мы передумали покупать здесь квартиру и вообще переезжать в Турцию? Если вы это найдете, это будет стоить просто очень дорого. Об этом нам часто говорили местные жители. Получается, вы что-то взяли за 1000, да, и еще 500 рублей сверху налога можете заплатить. Он просто постоянно вас будет преследовать. В море здесь купаться не получится, настолько это напрягает. Привет из Турции! Сейчас мы находимся в Афсаларе на берегу Средиземного моря. Это очень популярный курорт, и мы живем здесь около 5 месяцев. Примерно месяца 3 назад мы думали, что нам здесь так сильно нравится, что мы купим квартиру и останемся здесь насовсем. Позже мы подумали, что не хотим переезжать в Турцию. И сейчас я расскажу вам почему, какие минусы мы нашли и почему отказались от покупки квартиры. О плюсах жизни в Турции сказано уже много, всем известно, это там климат, хорошие цены, классные квартиры. Об этом сейчас я не буду, расскажу именно о минусах. И если вам вообще интересны такие видео, поставьте лайк, и мы будем снимать это в каждой стране. Будем рассказывать не только о том, что хорошо, но и о том, что плохо. Не советуем переезжать в Турцию на ПМЖ, если вы влюбились в эту страну после отпуска в отеле. Съездите сюда на пару месяцев, чтобы оценивать ситуацию объективно. Один из минусов – это погода. Сейчас август и примерно 7 утра. Сейчас июль. Июль? В июле и августе здесь очень жарко. Когда мы читали отзывы в интернете про погоду в Турции, мы думали, что люди преувеличивают. Как может быть так жарко, там 40 градусов, да им просто не повезло. На самом деле это действительно так. Вот сейчас 7 утра, и мне достаточно комфортно, но через пару часов будет очень жарко, и тот, кто вообще не выносит жару, будет сидеть все время дома с кондиционером. Днем температура добирается до 45 градусов, дождей нет вообще. Наверное, последний дождь был в марте. На улице влажно, душно, невыносимо просто жарко. Зимой здесь, наоборот, становится прохладно, часто идут дожди. Люди говорят, что климат в Турции идеальный, но на самом деле не всем он подойдет. Вообще-то зима здесь комфортная, но тот, кто когда-нибудь зимовал в Таиланде или вообще в Азии, почувствует разницу. В море здесь купаться не получится, и нужно носить хотя бы легкую куртку или толстовку, но купаться вы точно не будете. Весной и осенью в Турции очень комфортно. На улице тепло, кругом все цветет, а воздух особенно свежий. Посмотрите наше видео о весенней Турции. Уверены, что вам захочется побывать здесь вне сезон. Именно весной мы больше всего хотели переехать в Турцию насовсем. Так как в Турции строят такие дома, что все продувается, они это делают специально, чтобы не было плесени, вода не очень влажна, поэтому нужно делать дома такие, чтобы был постоянный сквозняк. Это минус зимой, потому что в квартирах становится прохладно и нужно их отапливать как-то. Выбор тут небольшой, газового отопления нет, центрального тоже, приходится все делать кондиционером. Его нужно гонять целыми днями, потому что стоит только выключить, сразу снова становится холодно. Об этом нам часто говорили местные жители, поэтому это тоже будет большой минус. Зимой просто космические счета за отопление. Летом коммуналка в порядке, за свет и воду мы платим около 1500 рублей в месяц. Еще один минус – это высокие цены. Многие говорят, что в Турции все дешево, но на самом деле есть такие категории, которые стоят дорого. Например, это часть продуктов. Есть то, что вообще очень сложно найти, например, квашеная капуста, творог, свинина, вино какое-то, да, там хороший выбор, чтобы был. И если вы это найдете, это будет стоить просто очень дорого. Например, творог можно купить за 600 рублей килограмм. Пельмени там вообще просто заоблачные цены. Свинину можно найти разве что в больших городах, и тоже это будет стоить просто супер-супер дорого. Еще из высоких цен это связь и интернет. Местные жители очень на это жалуются. А еще Турция ввела налоги на доставку из-за границы. Например, если вы привыкли заказывать дешевые товары на Алиэкспресс или пользуетесь сайтом iHerb, вам придется платить налоги за ваши посылки. Иногда они доходят до 50% от стоимости покупки. Получается, вы что-то взяли за 1000, да, и еще 500 рублей сверху налога можете заплатить. Это, конечно, тоже минус. Зато с остальным полный порядок. Многие продукты в Турции стоят гораздо дешевле, чем в России. Выбор хороший. Посмотрите наше видео, снятое в супермаркетах Турции. В нем мы показываем, что сколько стоит.
Еще один минус — это вода. Здесь она известковая, и этот налет, он просто постоянно вас будет преследовать. Вот я вчера не помыла раковину, и посмотрите, что здесь вообще происходит. Все стенки душа, они просто белые, хотя там должно быть стекло. И вот это вот постоянно приходится тереть, чтобы было хоть как-то симпатично. С питьевой водой тоже проблемы. Например, мы жили в Грузии и в Европе, и там можно было пить воду из-под крана. В Турции нужно либо заказывать вот такие канистры, это очень удобно делать через Инстаграм. Кстати, подписывайтесь на наш Инстаграм, там мы рассказываем много-много всего полезного о Турции. А про воду, в общем, можно либо заказывать, либо поставить себе какой-то очиститель на кран, и тогда будет с этим все в порядке. Этот вопрос нужно как-то решать. Вода, причем не самая дешевая. Например, в Таиланде мы покупали воду за 1 литр, платили 2 рубля, получается. Здесь за 1 литр, я не знаю сколько, литров 10 лир, 2 лиры за литр, за 2 литра, нет. Да здесь она не самая дешевая, такая бутылка 19 литров стоит 10 лир, но плюс в том, что доставка бесплатная. Еще один из минусов — это работа. Если вы работаете онлайн, как мы, то тогда проблем никаких не будет. Но если вы хотите найти в Турции какую-то работу постоянную, с этим могут возникнуть проблемы. Очень многие переехавшие русские жалуются, что тут маленькие зарплаты, очень трудно куда-то устроиться, и вообще вот с этим возникает много-много проблем. Работать тут можно, наверное, только в туризме или в продажах, но это все сезонно, плюс местные жители тоже хотят работать, поэтому вы будете у них отбирать рабочие места, а это не очень-то приветствуется. Хотите узнать главный минус, из-за которого мы передумали покупать здесь квартиру и вообще переезжать в Турцию? Сейчас покажу. В высокий сезон в Турцию начинают приезжать туристы. Чем дальше, тем больше. В 2020 году на пляжах Турции были официально введены новые правила. Если по-хорошему, люди сейчас должны соблюдать социальную дистанцию, а в кафе нужно заходить в масках. Но всем наплевать. Все толпятся, как и в былые годы. Пройти по пляжу вечером – целое испытание. Когда приезжаешь в отпуск, ты готов к тому, что людей на пляже будет постоянно много. Но когда ты тут живешь, то не хочется делить это место с кем-то еще. А здесь просто все друг у друга на головах летом. Это невозможно. А хуже всего, что после отдыхающих на пляжах остается много мусора. Спасибо муниципальным службам, они принимаются за уборку каждое утро. Но за ночь кое-что все равно уносят в море. А по вечерам на пляжах валяются бутылки, пробки, упаковки от чипсов, фантики и огрызки. Причем мусор оставляют не только туристы, которым наплевать. Турки тоже часто не утруждают себя прогулками до урны. Мы удивились, что люди не берегут такие красивые места. А ведь когда-то эти пляжи получали престижные голубые флаги за чистоту. Один из самых серьезных минусов — это слышимость в квартирах. В Турции дома строят так, что слышно даже, как чихает сосед на пару этажей выше. Слышно, как разговаривают соседи у вас за стенкой. Это очень-очень неприятно, и нам приходится спать даже в берушах, настолько это напрягает. Вот вы не хотите смотреть Первый канал, а сосед за стенкой его любит, поэтому вы невольно слушаете новости. У нас под окном часто очень громко кричат дети, бегают до 12 ночи, а шумные компании взрослых иногда куролесят часов до 3. И с этим ничего не сделать. В Турции многие покупают квартиры под сдачу. Это значит, что в сезон в вашем комплексе обязательно будут жить компании туристов. И некоторые из них отдыхают как в последний раз. Много пьют и громко веселятся. Каждый день жаловаться охране не будешь. Турки дорожат туристами, поэтому редко делают им замечания. И все-таки плюсов у жизни в Турции гораздо больше, чем минусов. При желании все можно решить в свою пользу.
На самом деле, главная причина, по которой мы отказались покупать квартиру в Турции – наша непоседливость. Мы бы просто не смогли остановиться здесь на слишком долгий срок, чтобы получить вид на жительство. Поддержите нас лайком за честный обзор и подписывайтесь на наш канал, чтобы путешествовать вместе с нами.